Путешествие к бессмертию – топовое аниме, оно входит в пятерку лучших. Главный герой Хан Ли отличается упорством и стремлением к новой силе. Он достигает новых уровней, приближаясь к вершине мира. Поэтому в этом видео мы рассмотрим уровни культивации в путешествии к бессмертию. Больше познакомимся с будущими уровнями. Так как название Донхуа «Путешествие к бессмертию», то все начинается со смертного и идет вверх к бессмертию. Совершенствование имеет много уровней, и по мере того, как человек продвигается в своем совершенствовании, он получает доступ к более высоким сферам существования. Смертный мир также известен как физический мир. Продвижение по смертному миру подразумевает поглощение большого количества духовной энергии, ци, телом человека. По мере увеличения духовной энергии человека, она становится плотнее и меняет форму. Совершенствование человека углубляется после успешного изменения формы. Изменение формы невероятно сложно и часто требует помощи лекарств, инструментов или духовных пилюль. Так что самое первое, с чего все начинается – смертный. Продолжительность жизни около 100 лет. Смертным называют человека, рожденного с духовными корнями или без них. Как только тот, у кого есть духовные корни, начинает закалять, развивать их, разница между ними исчезает. Смертный в мире смертных без духовных корней использует боевые искусства для обретения силы. А вот теперь идет начальная стадия совершенствования. Первое – сгущение ци. Тех, кто находится на этой стадии, нельзя назвать совершенствующими, а лишь практикующими. Продолжительность жизни человека меняется, поскольку он может прожить на 100 лет больше, чем любой смертный, и считается более сильным и развитым, чем любой из них. Смертное тело начинает поглощать природную энергию из мира и накапливать духовную энергию – ци. Для продвижения вперед человек должен накапливать и конденсировать больше духовной энергии. На этой стадии духовная энергия визуально представлена в виде образующихся облаков. Со временем продолжительность и сила этой стадии меняются. 2. Создание основы. Продолжительность жизни более 200 лет. Успешно собрав и сконденсировав духовную энергию в жидкость, человек переходит в стадию заложения основы. На этой стадии человек обретает еще большую силу, которая еще больше усиливает его магические способности, и человек становится по-настоящему культиватором. На этом уровне есть такое понятие, как ложное ядро или лжеядро, также известное как пиковое установление основ. Это достигается, когда жидкая духовная энергия достигает определенной плотности, при которой практикующий достигает предела своих возможностей по накоплению духовной энергии. Практикующий должен уплотнить ядро, иначе он рискует самодетонировать, поскольку его дантянь и тело не способны вместить дополнительную жидкую духовную энергию. 3. Формирование ядра. Продолжительность жизни 300-600 лет. Человек входит в стадию формирования ядра, когда он собирает и далее уплотняет свою духовную энергию в твердое ядро, часто изображаемое в виде сферы. На этой стадии продолжительность жизни смертных тел увеличивается на сотни лет, а его сила превосходит силу культиваторов на поздней стадии основы. На этом этапе культиваторы должны сгустить свою жидкую сферу ци в дантяне, в твердое ядро. В случае успеха продолжительность их жизни увеличивается на сотни лет, до 500-600 лет на поздних этапах формирования ядра. Культиваторы на этом этапе также могут очищать магические сокровища, используя свой внутренний огонь. Вступив на этот этап, большинство культиваторов могут стать учениками высокого уровня или даже старейшинами, в зависимости от размера секты. В противном случае большинство могут свободно путешествовать по миру как бродячие культиваторы с относительной легкостью. Тело культиваторов, формирование ядра также укрепляется благодаря промыванию и очищению костного мозга. На уровне формирования ядра снова существуют 3 группы – культиваторы ранней, средней и поздней формирования ядра. Разница между 3 группами больше. Культиватор поздней стадии формирования ядра способен без труда уничтожать многих культиваторов ранней и средней стадии. Прогрессирование через формирование ядра подразумевает поглощение еще большего количества духовной энергии и еще большее уплотнение своего ядра. Сила ядра, способ измерения силы на этой стадии меняется со временем. Хан Ли пробыл на этом уровне довольно долго, и стоит сказать, что эксперт формирования ядра уже довольно силен и может относительно спокойно выживать в этом мире. 4. Зарождающаяся душа или зародыш как в Донхуа. Продолжительность жизни 800-2000 лет. Как только ядро достигает достаточной плотности, его можно принудительно сжать, чтобы сформировать зарождающуюся душу.
Культиватор достигает стадии зарождающейся души после успешного формирования зарождающейся души. В редких случаях человек может сформировать более одного зародыша. Прохождение стадии зарождающейся души подразумевает поглощение духовной энергии для ее совершенствования. Хан Ли как раз достиг этого уровня. Он очень долго шел к зародышу. На этом этапе культиваторы преобразуют свое разрушенное ядро в зарождающуюся душу. Отсюда и название этого этапа. Проходя это преобразование, культиваторы должны пройти испытание демона сердца, которое проверяет их характер и решимость. Если кто-то проваливает испытание, зарождающаяся душа рассеивается, как и его разум или душа. Счастливчики продолжают жить как безумные лунатики, в то время как неудачники умирают. Однако после успешного уплотнения зарождающейся души, продолжительность жизни человека значительно увеличивается, и пропорционально этому увеличивается сила и прочность физического тела. Большинство культиваторов этого этапа являются либо прославленными великими старейшинами сект, либо резервом дао в сектах. Эти культиваторы редко вмешиваются в мелкие дела секты, и большинство погружается в дальнейшее совершенствование или приключения. Существует очень мало бродячих культиваторов зарождающейся души, поскольку большинство сил пытаются привлечь столь могущественных личностей столь же мощными стимулами. Во время войн или стычек, битвы между культиваторами зародыша редко бывают смертельными, поскольку большинство достигших этой стадии очень целеустремленные, скорее сбегут, чем вступят в смертельную схватку. Одна из самых мощных способностей культиваторов зарождающейся души – способность избежать смерти в случае гибели их физического тела. Зарождающаяся душа не только быстра и проворна, но и может вселиться в другое подходящее тело, если первоначальное тело погибнет. Обычно это возможно только один раз. На стадии зарождающейся души культивирование в другом теле замедлит прогресс. Хотя зарождающаяся душа может существовать без тела, культиваторы не могут развиваться, пока не получат новое смертное тело. Как и на предыдущих стадиях, существует три группы – культиваторы ранней, средней и поздней стадии зарождающейся души. Одна из способностей этой стадии – отделение зарождающейся души от смертного тела культиватора. По мере совершенствования зарождающейся души, ее зависимость от смертного тела снижается. На более поздних стадиях смертное тело может быть уничтожено, в то время как культиватор продолжает жить благодаря своему зародышу. Однако уничтожение смертного тела, сосуда культивации, препятствует дальнейшему развитию. Культиваторы на этой стадии считаются предками или великими старейшинами в сектах и могут жить максимум до 2000 лет, а при использовании особых методов и дольше. Культиваторы, зарождающейся душой, составляют основу и большую часть силы секты среднего уровня. Потеря предков зарождающейся душой может привести к исчезновению секты. Один предок может в одиночку уничтожить вражескую секту без предка зарождающейся душой. Культиваторы зародыша в основном мотивированы личным интересом. Они не будут ввязываться в конфликт, если за это не будет вознаграждения. А что идет после зародыша? Какой это уровень? 5. Трансформация божества. Продолжительность жизни от 2000 лет до 5000 лет. Пятая и последняя стадия совершенствования Нижнего Царства, перед обретением неограниченной продолжительности жизни. Да, все эти уровни культивации, что мы рассмотрели, это лишь Нижнее Царство. После трансформации божества идет Срединное Царство с множеством уровней. Только представьте, сколько еще качаться Хан Ли. Перед уровнем трансформации божества, зарождающаяся душа достигает своей вершины и больше не может развиваться. Таким образом, зародыш начинает взаимодействовать с высшими энергиями небес и земли. Существует вероятность смерти, поскольку скорбь, необходимая для перехода на эту стадию, может привести к смерти. Если зарождающейся душе удастся стать полубессмертной душой, она обретет способность управлять энергиями мира, сражаться, прорывать пространство, чтобы одним прыжком преодолевать 1000 миль, или мгновенно приближаться к врагу. Ее можно назвать первоклассным или влиятельным персонажем во второсортных сектах и первоклассным экспертом в первоклассных сектах или фракциях. Думаю, стоит побольше рассказать об этом классе в будущих видео. Итак, мы рассмотрели уровни Нижнего Царства, начиная со сгущения Ци и заканчивая трансформацией божества. Второй этап, Срединное Царство, мы рассмотрим в следующем ролике. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Это очень поможет в продвижении. Большое спасибо за просмотр и всем пока!